Говоришь, снайпером был? Так точно. Был лучший в своей группе. Ну ты что-то в своей группе лучший был. Это ты, конечно, молодец. Но сейчас проверим, на что ты реально способен. Бери СВД и давай на исходную. Так она же без прицела. Как стрелять? А ты чё? Думал, все так легко будет? Не, братан. Давай, работай. Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи прямиком из ЧЗО Мика Сталкер. Сегодня у меня на обзоре страйкбольная реплика легендарной винтовки СВД от фирмы Snowwolf. Данную винтовку мы заказывали в интернете, поэтому я сразу предлагаю начать с распаковки. Винтовка приехала к нам в родной коробке, обмотанной черной стрейч-пленкой. Особое внимание хочется уделить дизайну коробки. Он очень красивый и привлекательный. Также стоит оговориться, что это видео не является рекламой фирмы Snowwolf и рекламой магазина, где мы покупали эту винтовку. Я просто делюсь с вами тем, что мне действительно понравилось. Открыв коробку, мы обнаруживаем рекламку магазина и паспорт-инструкцию. Небольшой пакетик шаров, приятный подарок от магазина. Также в комплект идет лоудер. И на удивление механический магазин на целых 50 шаров. Ну и конечно же, сама винтовка. СВД, она же снайперская винтовка Драгунова. В далеком 1958 году Главным артиллерийским управлением СССР был сделан конкурс на новую снайперскую самозарядную винтовку, которая должна была прийти на смену устаревшей Мосинки. В конкурсе приняли участие такие оружейники, как Симонов, Константинов, Калашников и, конечно же, Драгунов. В 1959 году прошли первые испытания винтовки Драгунова, которые не увенчались успехом. И только в 1963 году винтовка СВД была принята на вооружение советской армии. Вместе с СВД был разработан и одновременно принят на вооружение оптический прицел ПСО-1. Вот так выглядит сетка этого прицела. Когда СВД принимали на вооружение, снайперского патрона к ней еще не было. Кучность проверяли обычным штатным патроном 7,62 на 54 с остальным сердечником. Считалось нормальным, если с расстояния 100 метров из положения лежа 4 выстрелами 4 пробоины умещались в круг 8 сантиметров. Позднее, в 1967 году, был принят на вооружение снайперский патрон 7Н1. Рассеивание этим патроном составляет 10-12 см с расстояния 300 метров. Магазин боевой СВД вмещает в себя 10 патронов. Общий вес СВД со снаряженным магазином и оптическим прицелом ПСО-1 составляет 4 кг 300 грамм. Также у СВД есть ее крупнокалиберная версия. СВД-К под патрон 9,3 на 64. И раз уж заговорили за вариации винтовок СВД, то есть еще СВД-С со складным прикладом, разработанная специально для воздушно-десантных войск. СВД-М – это уже модернизированная современная версия СВД. И СВД-Тигр – это гражданская версия СВД, которую может приобрести каждый гражданин нашей страны
у которого есть лицензия на нарезное оружие. Ну и наконец винтовка СВУ. Это уже bullpup версия, разработанная на базе СВД. И об этой винтовке мы поговорим в следующих наших обзорах. Заявлена техническая дальность СВД с прицелом ПСО-1 составляет 1300 метров. Но, как показывает практика, эффективно работать с СВД можно на дистанцию 600-800 метров. Как утверждают многие эксперты, на 1300 метров можно работать по групповым мишеням или же вести беспокоящий огонь. С тех времен СВД прошла множество локальных конфликтов и продолжает успешно участвовать в них по сей день. Также СВД можно увидеть в фильмах и, конечно же, в компьютерных играх. В современном мире есть винтовки куда более мощные и дальнобойные, чем СВД. Но СВД по-прежнему остается на вооружении российской армии и многих других крупных стран, так как считается отличной винтовкой для пехотного снайпера. Интересной особенностью является то, что к СВД можно примкнуть штык-нож, хотя это снайперская винтовка. Также для тех, кто не знал, у СВД есть затворная задержка, что довольно большая редкость для отечественного оружия. Бытует такое мнение, что СВД расшифровывается как самозарядная винтовка Драгунова. Но это мнение ложное. Если мы откроем учебные пособия, книги, плакаты, в конце концов паспорт винтовки, то мы убедимся, что правильное название – снайперская винтовка Драгунова. А вот наша страйкбольная реплика вряд ли бы прошла испытания в 1963 году. И дело тут не только в том, что она стреляет 6-миллиметровыми пластиковыми шарами, а еще дело в том, что эта винтовка не является полуавтоматической. А перед каждым выстрелом нужно взводить затвор. Своего рода болтовка в виде СВД. И сейчас, возможно, вы спросите, зачем вы купили спринговую СВД, если на страйкбольном рынке уже давно есть полуавтоматические СВД на базе АЕК. Дело в том, что данную СВД мы покупали в первую очередь для съемок, в качестве реквизита. Во вторую очередь для пополнения нашей коллекции. Ведь согласитесь, какая коллекция без легендарной СВД? Ну и наконец, если эта СВД и будет участвовать в страйкболе, то точно не в обычных играх, а в ролевых, по типу Stalker Strike. На таких играх стреляешь мало, поэтому спринговой СВД хватит за глаза, тем более если провести грамотный тюнинг. Но о тюнинге мы поговорим чуть попозже. А сейчас давайте перейдем к органам управления данной винтовки. И они здесь такие же, как и в боевой. Предохранитель находится с правой стороны. Вот эта кнопка является фиксатором крышки ствольной коробки. Штатные прицельные на своих местах, их можно отрегулировать. Сверху цевья с правой стороны имеется кнопка фиксации цевья. Но про разборку винтовки мы поговорим чуть попозже. Дальше это спусковой крючок и кнопка отмыкания магазина. Ну, здесь, я думаю, все понятно. По материалам изготовления, приклад винтовки и цевье выполнены из пластика. Все остальное это металл и сплав. По поводу приклада, как по мне, он в себе несет лишь одни минусы. Помимо того, что он сделан очень топорно, из-за чего его невозможно упирать в плечо, и очень неудобно держать винтовку, так он еще и не копийный. Все дело в том, что Snowwolf делает приклады для СВД по форме штатного деревянного приклада. То есть вот это форма деревянного приклада. А пластиковый приклад к боевой винтовке СВД должен выглядеть вот так.
конечно же, у Snowwolf есть версия винтовки в пластике, пластик которой покрашен под дерево. Но смотрится это крайне ужасно. Деревом там даже и не пахнет. Лучше пускай будет вот такой приклад некопийный, чем такое недоразумение. Также у Snowwolf вроде как есть версия винтовки в дереве, но такую винтовку мы в магазине найти не смогли, да и к тому же стоила бы она намного дороже. По поводу цевья здесь все аналогично прикладу, только его хотя бы удобнее держать в руке. На боевом пластиковом цевье СВД должны быть ребра, здесь их нету. В общем, цевье тоже сделано по форме деревянного. Сейчас многие спросят: Мика, как же так? О каких съемках с этой винтовкой может идти речь, если она имеет такие визуальные косяки? Данную винтовку мы будем переодевать в дерево с боевой СВД. И конечно же по этому поводу будет отдельное видео на канале. А если меня понесет, то я еще сделаю перепил с боевого магазина. Кстати, если кто продает дерево с СВД, то можете написать нам в ЛС ВКонтакте. Если нас устроит цена, то мы у вас его купим. Сейчас по классике с помощью магнита проверим, какие части винтовки выполнены из стали, а какие из сплава. Крышка ствольной коробки – сталь. Предохранитель – сталь. Ствольная коробка – сплав. А так все хорошо начиналось. Магазин – стальной. Кнопка фиксации крышки ствольной коробки – сплав. Спусковой крючок – сплав. Скоба – стальная. Ствол винтовки – сплав. Мушка – сплав. Дульник – сплав. Затвор винтовки выполнен из алюминия. Боковая планка для прицела – сплав. Кнопка фиксации магазина – сплав. Боковая антапка на стволе – сплав. И я считаю это большим минусом, потому что на нее будет приходить большой вес от ремня. Благо она хотя бы съемная. Штифт антапка на прикладе – стальная. Весит винтовка 2 кг 850 грамм. Боевая винтовка без снаряженного магазина и ПСО весит 3 кг 700 грамм. На 850 грамм больше, чем наша страйкбольная реплика. Маркировок на винтовке нету вообще никаких. И это даже больше плюс, чем минус, потому что лучше пускай не будет никаких маркировок, чем маркировки по типу «сделано в Китае» или маркировки с названием фирмы. А все необходимые маркировки мы в будущем нанесем самостоятельно. Проведем неполную разборку винтовки. Для этого извлекаем магазин. Теперь поднимаем кнопку фиксации крышки ствольной коробки в самый верх. И снимаем крышку ствольной коробки. Теперь снимем цевье. Для этого опускаем фиксатор цевья в самый низ. Можно его полностью вытащить. И с помощью шестигранника откручиваем боковой винт. Винтик очень маленького размера, поэтому будьте осторожны, не потеряйте его. Все, теперь отодвигаем цевье вперед. И его можно снять. Цевье у нас состоит из двух половинок, так же как и в боевой СВД. Также из коробки она может в некоторых местах люфтить, поэтому вам стоит ее разобрать и с помощью шестигранника потянуть винты. У винтовки можно отрегулировать хоп-ап. Для этого нужно оттянуть затвор и с помощью шестигранника подкрутить или наоборот расслабить вот этот винт. Ну что, теперь полностью разберем винтовку. Я вообще советую при покупке ее полностью разобрать и смазать все необходимые детали. Для разборки нам понадобятся крестовые отвертки и набор шестигранников. Первым делом нам нужно открутить направляющие вместе с пружинами. Для этого с помощью крестовой отвертки откручиваем два боковых винта. Все открутили. Самопроизвольно у вас ничего не вылетит. Главное, убедитесь, что у вас не взведен затвор.
Вытаскиваем направляющие вместе с пружинами. Давайте проверим материал направляющих. Верхняя направляющая у нас выполнена из стали, а вот нижняя из сплава или из алюминия. Поршень алюминиевый. Голова поршня алюминиевая, зацеп алюминиевый. Шептала алюминиевая. Цилиндр выполнен из нержавеющей стали. Голова цилиндра выполнена из латуни. Когда я буду заниматься тюнингом, все эти детали будут заменены на стальные, ну и соответственно будет поставлена более мощная пружина. Для того, чтобы снять приклад, нужно открутить 3 винта с помощью крестовой отвертки. Жду не дождусь, когда уже поставлю сюда деревянный приклад. Ну, по-любому придется заняться напилингом. Так что видео обещает быть интересным. Так, все, выкрутили болтики. И вот так вот легко снимается приклад. Теперь давайте вытащим ствол вместе с камерой хоп-апа. Для этого с помощью шестигранника нужно открутить 2 боковых винтика. И тянем ствол вперед. И теперь давайте снимем дульник. Чтобы открутить дульник, нужно с помощью шестигранника открутить снизу дульника маленький болтик. Все, и теперь можно снять дульник. Ну и собирается все в аналогичном порядке. Давайте первым делом прикрутим ствол с камерой хоп-апа. Винтовка разбирается очень легко, ее можно разобрать и заменить детали даже в полевых условиях, имея при себе набор шестигранников и крестовую отвертку. Теперь возвращаем поршень в цилиндр и возвращаем направляющие вместе с пружинами. Вот таким вот образом. И закручиваем болты. Резьбы на дульнике нету никакой, поэтому установить сюда имитацию глушителя или трассерную насадку просто так не получится. Нужен специальный переходник. По поводу переходников я буду рассказывать в отдельном видео на канале, где буду заниматься внешним видом этой винтовки. У боевой СВД тоже нету резьбы. Дело в том, что к СВД в принципе нету штатного глушителя из-за ее патрона. Но была малосерийная версия СВД, для которой был разработан специальный тактический глушитель ТГП-В, который насаживается прямо поверх пламя-гасителя. Возможно, именно эту имитацию глушителя мы поставим на нашу страйкбольную реплику. Раз уж заговорили за люфты, то люфт у винтовки только один. Это магазин. Очень сильно люфтит магазин. Очень сильно. Когда я делал свой антуражный АКС-74 от фирмы ЦИМА, там тоже был очень сильный люфт магазина. И тогда я избавился от него с помощью распечатанного магвелла на 3D принтере. Кстати, если кому нужны магвеллы, то можете обращаться в наш магазин Хабар в мешке или мне лично в ЛС. Распечатаем на заказ. Так вот, сюда магвелл поставить просто некуда. Поэтому избавиться от люфта в магазине можно только одним способом. Все захреначим. Синей изолентой. Ну, я думаю, вы все знаете, как убирается люфт в магазинах. Только с учетом этого магазина вам как минимум придется приклеить кусочков 5 изоленты сверху магазина и несколько кусочков по бокам магазина. Потому что люфт здесь очень сильный. Но даже с учетом изоленты все равно небольшой микролюфт все-таки присутствует. В боевой винтовке в конструкции газового узла предусмотрен двухпозиционный регулятор. Здесь же он сделан в виде цельной имитации, которая, к сожалению, лишена какой-либо функциональности.
Для чего он нужен в боевой винтовке? Есть положение 1 это лето и положение 2 зима. Для разблокировки регулятора нажимается специальная кнопка сверху газового блока. Здесь же она выполнена тоже в виде имитации. С помощью фланца гильзы, который вставляется в специальные пазы регулятора, он может крутиться по своей оси. Летом отверстие регулятора открыто, когда нам требуется меньшее давление газов на поршень. Зимой же наоборот, когда нам требуется больше газов для нагрева ствола, ставится положение 2. Если летом мы поставим положение 2, то мы компенсируем загрязнение, но тем самым мы получим негатив в виде смещения траектории пули. Пришло время немного пострелять. К сожалению, хрона у меня нету, поэтому замерить скорость вылета шара я не могу. В характеристиках винтовки указано, что начальная скорость вылета шара 125 метров в секунду. Стрелять я буду 28-м шаром, со штатными прицельными приспособлениями. Пришло время поговорить о минусах и плюсах этой винтовки. Первый минус это, конечно же, то, что винтовка спринговая, и перед каждым выстрелом вам нужно взводить затвор. Но об этом минусе вы знаете при ее покупке. Об остальных минусах вам никто не скажет. Второй минус это ее приклад. Не копийный, неудобный, и рано или поздно вы захотите его заменить. Третий минус это магазин. Знаете ли, очень неприятно получить новую винтовку из коробки с таким сильным люфтом магазина. Но помимо минусов у магазина есть и плюс. Он сразу идет механический на целых 50 шаров. Это значит, что для полноценного снайпинга вам нужно докупить всего один, максимум 2 магазина. Товарищ узнал о том, что мы купили СВД, и подогнал несколько дополнительных магазинов от фирмы Цима. Так вот, магазины от фирмы Цима к данной винтовке не подходят. И дело здесь не в корпусе магазина, а в его внутрянке. Дело в том, что в магазине от фирмы Цима отверстие под шары находится посередине. Тем временем, как в магазине от Snow Wolf, отверстие под шары находится сбоку, возле зуба магазина. Если кому нужны магазины от фирмы Цима в количестве 3 штук, можете написать мне в ЛС ВКонтакте, по цене договоримся. Или же обменяем эти магазины на магазины от Snow Wolf. Четвертый минус это то, что переднюю антапку под ремень сделали из сплава. Хотя могли бы сделать из стали, и это вряд ли бы как-то сильно отразилось на цене изготовления винтовки. Покупать ли вам себе такую винтовку или нет, решать только вам. Но опять же, смотря для каких целей она вам нужна. Если для стрейкбола, то я бы рассматривал АЕК винтовки. Если для ролевки, то почему бы и нет.
Если как мы для видеосъемки или для косплея, то готовьтесь, что с этой винтовкой вам придется много всего сделать, прежде чем она станет похожа на боевую винтовку. Мы сейчас первым делом хотим поставить сюда боевое дерево и оптический прицел ПСО-1. Кстати, ПСО к нам уже едет, так что обзор не за горами. Потом сделаем перепил с боевого магазина, и не будет вот этого люфта. Поставим имитацию глушителя, прикрепим сошки и, возможно, если сильно заморочимся, сделаем маркировки с боевой винтовки. А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то не забывайте про лайки и подписочки на этот канал. Также пишите свое мнение в комментариях под этим видео. Ну а с вами на связи был прямиком из ЧЗО Мика Сталкер. Всем пока и до новых встреч в новых видео.